Дорогие друзья, здравствуйте! Я адвокат Жуков Иван Иванович. Сегодня поговорим о том, с какого момента гражданин вправе требовать участия в деле своего защитника, и разберем некоторые особенности при различных ситуациях. Самое главное, что должен знать каждый, это то, что он имеет право на защиту, то есть на участие адвоката, с момента начала осуществления любых процессуальных действий, затрагивающих права и свободы гражданина, даже если уголовное дело не возбуждено, а только проводится предварительная проверка. Точно так же вы имеете право на адвоката, если и никаких проверок не проводится, но правоохранительные органы начали осуществлять любые меры, ограничивающие вашу свободу. Знайте, вы вправе потребовать защитника уже с момента, когда к вам подошел сотрудник правоохранительного органа и сказал: «Пройдемте, гражданин». Думаю, что это уже стало общеизвестным, но все же повторюсь. Даже если вас вызывают в качестве свидетеля или просто для дачи объяснения, вы можете прийти к следователю или другому сотруднику правоохранительного органа, который вас вызывает, уже со своим адвокатом. Знайте, что если вас вызывают и говорят, что мы просто хотим с вами поговорить, побеседовать, и адвокат здесь не нужен, вас могут грубо обмануть. Все, что вам нужно сделать в этой ситуации, это позвонить вашему адвокату и договориться о том, чтобы он пошел вместе с вами. Если вас задержали и доставили в какой-либо правоохранительный орган, и оперуполномоченный или другой сотрудник начинает задавать вам вопросы, пытается составить ваше объяснение или какой-либо другой документ, настоятельно рекомендую потребовать предоставления возможности связаться с вашим адвокатом или с кем-либо из ваших близких родственников, друзей. Не исключено, что сотрудник не предоставит вам такой возможности, однако при любом удобном случае вы должны связаться со своими близкими, которым вы должны назвать точное место, куда вас доставили, и попросить, чтобы они срочно нашли адвоката, который сможет незамедлительно приехать в правоохранительный орган, где вы находитесь. Пока не приедет ваш адвокат, вы вправе не давать никаких показаний, тем более нельзя ничего подписывать. К сведению, для допуска к вашей защите или же для оказания юридической помощи при допросе или любом другом действии, которое проводит правоохранительный орган, адвокату не требуется ничьих разрешений. Нужно предъявить только свое адвокатское удостоверение и ордер, выдаваемый адвокатским образованием. Лишь для допуска к арестованному, находящемуся в следственном изоляторе, адвокату нужен специальный пропуск от администрации СИЗО. Этот пропуск администрация обязана выдать на основании того же удостоверения адвоката и ордера. Если адвокату необходимо встретиться с подзащитным, находящимся под домашним арестом, также ничьих разрешений получать не нужно. В этом случае также достаточно все тех же двух документов. К сожалению, в моей практике бывали не единичные случаи, когда сотрудники правоохранительных органов умышленно устраивают препятствия для встречи задержанного с адвокатом. Особенно это бывает в первые часы после доставления. Что делать адвокату, если его не пускают? В каждой дежурной части районных отделов внутренних дел, а также других органов, имеются на стенах информационные стенды, на которых указан телефон горячей линии вышестоящего подразделения. Если стендов нету, не исключено и такое, то информацию легко можно найти в интернете. Каждый раз, когда оперативный дежурный мне начинает говорить, что адвокату не положено встречаться с задержанным, пока не придет там оперуполномоченный, дознаватель, либо кто-то другой сотрудник правоохранительного органа, все решает звонок на горячую линию. Дежурный, получив указание от вышестоящего руководства, незамедлительно допускает адвоката к задержанному. При встрече с адвокатом вы имеете право на общение без посторонних в течение неограниченного времени.
При этом адвокат, как специалист в области уголовного и уголовно-процессуального права, проанализирует сложившуюся ситуацию и предложит оптимально выгодный для вас вариант поведения при общении со следователем или другим сотрудником, который ведет допрос. Адвокат будет рядом с вами, когда вам будут задавать каверзные вопросы, и если вы не будете знать на них ответ, по вашей просьбе следователь будет обязан предоставить перерыв для возможности обсудить этот вопрос с адвокатом наедине. Адвокат подскажет, что вам нужно ответить. Кроме этого, присутствие адвоката полностью исключает возможность оказания на вас какого-либо психологического давления. И в качестве заключения добавлю, люди порой теряются, находясь в правоохранительном органе, и порой подписывают самые различные документы без должного их анализа, а порой и вообще не читают их. Ну а оценку уже этим документам, как доказательствам, дает суд, рассматривая уголовное дело. Поэтому, если вас вызывают даже в качестве свидетеля или просто поговорить, обязательно подумайте, готовы ли вы обойтись без юридической помощи. Если вам понадобится юридическая помощь, звоните по указанному телефону, я всегда буду рад вам помочь. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Если появились вопросы, пишите, звоните. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы в своих следующих роликах. Спасибо, что были с нами. Удачи. До свидания.